Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, мои дорогие овны. Таро прогноз, таро расклад. Исполнится ли мое желание? Ваше желание, мои дорогие овны. Это новый формат видео, и я назвала его «Трамвай желания». Поэтому буду вам дважды благодарна, если вы, пару строк мне напишите в комментариях. Я не знаю, что из этого получится, но вся наша жизнь, почему я так назвала, это своего рода путешествие. Временами мы вынуждены делать остановку или какую-то паузу. В иное время, наоборот, набираем скорость, скользя по рельсам судьбы. Вот давайте вместе поразмышляем. Допустим, альтернативные варианты развития событий. Сбудется ваше желание, то, что бы вы хотели, или намерение осуществить. Второй расклад условно будет состоять из двух направлений. Желания и возможности. Как видят карты, получится осуществить ваше желание, к чему вы прикладываете усилия, или то, что вы себе запланировали. Итак, каковы подсказки карт? Исполнится ли ваше желание в январе? И у нас выпадает карта жадина, четверка пентаклей. Нам говорят сразу: сохраняй все то, что ты имеешь. Видимо, больше энергии на сохранение, на стабильность. Явно, если такая карта выпадает, мои дорогие овны, не время что-то форсировать. Вы можете попытаться, но если четверка выпадает пентакли, это карта якоря. Это больше, когда... скорее всего, будет какая-то прежняя ситуация, и, может быть, вам как раз придется, вы себе и запланировали какой-либо реванш сделать, а ситуация может обернуться так, что вам придется что-либо сохранять или какие-то ваши позиции. И неважно, чего это будет касаться: работы, отношений, может быть, заработков. Кстати, все-таки это пентакли. Отчасти нам сразу говорят: с деньгами аккуратно. Итак, первую карту мы достанем. Вообще, в принципе, энергии ваши на исполнение желаний. Первая карта. Тут все-таки новые начинания. У кого-то это могут совпасть, знаете, все-таки у нас паш пентаклей, вопросы, которые связаны с детьми. И та история, которая либо вами запланирована, либо она уже началась, она не будет быстро развиваться по пажу пентаклей, что-то движется медленно. Вот давайте мы посмотрим. То есть вообще это есть какой-то своеобразный прогресс. Но карта нам еще раз добавляет вот тут, наверное, четверку пентаклей, говоря: не торопись, что-то ты не ускоришь. Вот давайте мы посмотрим. Я достану 3 карты. Это будет как 3 желания или 3 каких-то сферы. Мы откроем карты и узнаем, в каких сферах, может быть, наиболее активно это проиграется. Положу вот так. И, соответственно, возможности, мои дорогие, как видят карты. В целом же, конечно, нас настраивает карта на какую-то неспешность. Первое желание или какие есть предпосылки к тому, чем вы будете заниматься. У кого-то из вас это вопросы, связанные с судом конкретно, или это могут быть вопросы, связанные с врачом. Вы что-то будете узнавать по поводу своего здоровья, проходить обследование. Или вы можете столкнуться с тем, что пора к дантисту обратиться. Такое тоже может быть. То есть есть какая-то конкретика. Может быть, для кого-то из вас по этой карте проходят у нас люди узких специальностей. Как врачи, так и юристы, адвокаты. Может быть, вам придется делать согласование с высокими чиновниками. Чем бы вы тут ни занимались, вот ваше желание, нужно делать что-то наверняка. Как будто если вы не профессионал в данной области, сфере, лучше обратиться к тому, кто знает, как правильно, или как это дело обустроить, или каков порядок может быть, по закону, по каким-то правилам, регулировкам, как это нужно обустроить. Но больше это карта власти, как раз когда вы можете отправиться, или вы уже ожидаете решения кого-либо из чиновников, повторюсь, или это могут быть еще банки, работники банков, какая-то финансовая, может быть, ситуация, которую вам надо решить, закрыть, или наоборот, получить ипотечный кредит. Так вот, каковы же возможности, давайте мы с вами узнаем. Сказать, что с точкой вы что-то решите именно в январе, мои дорогие овны, не могу. Как будто что-то продолжится. Но будет очень важно взаимодействие. За период января вы явно услышите новые какие-то, либо как информацию новую, либо
какая-то обстановка вокруг вас может начать меняться, и то направление, которое вы себе задумали, вы можете тоже как будто корректировать. Вам, в принципе, придется где-то словно сидеть на двух стульях, и вашим, и нашим. Или могут появиться, все-таки по этой карте нам говорят не что так непостоянно, как перемены. Поэтому вот в контексте этой фразы, правда, новые условия разрешения вашего вопроса. И вам, возможно, придется что-то досогласовывать, может быть, переделывать. Или словно зайти в другой кабинет, попробовать с другого ракурса это дело решить. Но есть взаимодействие. Поэтому по этой карте будет очень важно быть дипломатом, мои дорогие. Вот действительно сидеть на двух стульях как будто придется. Нам карта не говорит, что это неосуществимо. Но по части того, что это в январе, вы поставите в чем-то точку. Нет, тут продолжение. Нам говорят, пробуй, пока не получится или не надоест. Поэтому для кого-то из вас это может быть как ответ «нет», и вы окончательно решите, я больше не буду заниматься этим вопросом. Или для кого-то из вас это может означать решение само «нет». И это для вас будет как уже тоже точка в каком-то деле, потому что вы сами от этого можете отказаться. Давайте посмотрим, в какой сфере второе желание или как видят карты продолжения. Здесь личная жизнь, рыцарь кубков, предложения, приятные какие-то новости. Предложение руки и сердца, мои дорогие, тоже может быть. Или просто подарки, воодушевление. Это, безусловно, сфера чувств. Значит, тоже вы, может быть, чего-то ожидаете. Или хотите совершить. Давайте мы посмотрим, как вот ваше желание, которое больше с какими-то приятностями связано, с приятными возможностями, с приятными, как ощущениями, может быть, вашими. Или с какими-то нежными чувствами, мои дорогие, что тут? Ага, вот совсем неожиданно. Здесь будет, наверное, двояко. Смотрите, тут вы точно будете проводить какую-то, параллель между тем, что было прежде, и что теперь есть по факту. Вы можете столкнуться с какой-то реальностью, увидеть какую-то новость, как будто, в новом ракурсе. И по тройке мечей у нас проходит та ситуация, которая не новая, она уже была. И здесь вы можете действительно что-то завершить. Я не могу сказать, что это будет восторг. Понятно, тройка мечей. Это та карта, когда у нас уже отболело, отгорело, когда уже нас что-то, абсолютно не цепляет эмоционально, но мы понимаем, что жизнь наша, увы, состоит не только из радостей, но есть еще и разочарование. Так вот это, когда мы отпускаем ситуацию и переводим что-либо в наш опыт. Понимаем, что мы на это не влияем, мы не в силах это изменить, и наступает здоровое равнодушие. У кого-то из вас будет пересмотр, может быть, каких-либо отношений, или то, что раньше вдохновляло, теперь вы можете сами завершить. Может быть, откроются какие-то новые тонкости дела или ваших отношений, или мы ведь не рассматриваем, у каждого своя ситуация может проиграться. Это может быть, знаете, как... Мои дорогие овны, какая-то надежда у вас просто-напросто была или обещание другого человека. А здесь что-то не исполнится, и вы придете к выводу, да нет, меня обманывали. Или я зря надеялась, надеялся. Есть какая-то реальность, она как будто в противоположном значении. Давайте я достану совет от карт. Знаете, тут может быть разочарование из-за того, что... не решился какой-то вопрос очень быстро. Совет от карт все-таки нам говорят что-то продолжать. Я могу допустить, что, понятно, у каждого своя какая-то позиция. У кого-то, может быть, это вот радость, вдохновение от вашего бизнеса, от вашего нового вида занятости, может быть, вашего проекта. И вы будете этим заниматься достаточно продолжительное время. И увидите, что да, вот какая-то стратегия не сработала, и мне как будто нужно поменять, может быть, шаблон, или те действия, которые мною были прежде сделаны, или с какой, допустим, стороны я подошел к решению данного вопроса. Теперь это тоже не работает, потому что всегда по рыцарю Пентаклей здесь продолжение-то есть, это своего рода марафонский забег, но у кого-то это может быть и не да, и не нет, и вы действительно будете словно на выборе, стоит ли мне какую-то историю продолжать. Но если вы решитесь продолжать, по крайней мере, по карте совет, я
вижу тут, наверное, двояко. Если вопрос касается чувств, то, скорее всего, в чем-то будет точка. Если это именно касается дела, вот вы как бы подходили, вот как я сказала, с воодушевлением к решению какого-то своего дела или творческого проекта, то тогда для вас что-то надо будет все равно словно изменить, сломать этот самый шаблон и настроиться на длительный период времени, марафонский забег. Это не получится осуществить быстро. Но это для вас может быть, как раз если мы говорим дело, или ваше творчество, или ваше хобби, или новый вид занятости, здесь как раз может проиграться лет на 10, когда и финансы будут расти, пусть медленно, но уверенно, вверх, в какой-то математической прогрессии, это факт, но и нам придется прикладывать в дальнейшем тоже усилия, то есть реванш какой-то тоже не получится. Давайте мы посмотрим, в какой области видят карты третье событие или ваше желание. Знаете, здесь могут проходить просто люди, которые для вас были неприятные, или те люди, которые вас, допустим, разочаровывают. Вы можете, кстати, пересмотреть свое окружение по этой карте. Это может быть еще и ситуация, когда вы ищете какую-то правду, или вам кто-то выдает свою идею как за правду, и вам в ней надо разобраться, или с вашими какими-то намерениями вам тоже нужно знать что-то наверняка. Мы ищем истину, и мы ее находим. У кого-то это могут быть просто хождение, опять же, где-то по инстанциям, может быть, два вот этих события или два желания для вас как-то взаимосвязаны. И мы находим эту информацию, для нас абсолютно точно и ясно какой-то вопрос словно проясняется. Вот это проигрывается со знаком плюс. Если мы говорим про людей, которые имеют сложный характер, но тут будет важно еще для вас, мои дорогие, если есть желание с кем-то поспорить или кому-то что-то доказать, оставьте сразу это желание, потому что никому ничего не докажем. И карта-то нам по этой карте как раз есть такой совет: держись позиции стороннего наблюдателя, соблюдай какой-то нейтралитет. И надо сказать, вот у нас король мечей выпал, те же энергии мечевые. И здесь у нас, мы говорили, дипломатия, сидеть на двух стульях, и нашим, и вашим, умело лавировать где-то между возможностями и тем, что вы хотите осуществить. Возможности к нам и к вам, скорее всего, придут, но каким-то не тем путем, какой вы можете ожидать. И поэтому принимайте то, что приходит на ваш порог. И то, что, может быть, поначалу выглядит, где-то нелепо, но с элементом новизны. Определенно стоит примерить на себя, чего бы это ни было, либо чего бы это ни касалось, либо это вопрос, который вы хотите действительно согласовать, допустим, в каких-то инстанциях, а вам говорят: нет, это надо решать с какой-то другой совершенно позиции или начинать с чего-то другого, с каким-то другим подходом. Прислушайтесь, не настаивайте на своем. Правда, тут важно именно что-то для вас будет сделать по законам, по правилам, по каким-то регулировкам, себя не тормошить. Вот и третье, даже если желание, давайте мы посмотрим. Определенно, какой-то, если вопрос стоял в банках, у вас получится это осуществить. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, шестерка пентаклей. Это еще иногда карта означает помощь высших сил. Когда и деньги будут, и какой-то прогресс для вас определенно, как в согласовании документов, может быть, наметится. Может быть, не на 100%, и в январе что-то решите. Но, по крайней мере, по работе, например, или по каким-то важным таким вехам. Пусть вы не получите как конечный результат, все-таки тут у нас двойка присутствует, какой-то документ, но как будто будете знать наверняка, что у меня дело уже почти в кармане. То есть вы уже что-то решили. Сама по себе карта прогресса, и как будто высшие силы готовы вам помочь, зеленый свет. Вот какой-то путь у вас совершенно открыт. Но ваша задача поступать по правилам и по тому, как, допустим, действует в отношении вас закон, или когда есть какая-то правда, пусть она нам не нравится, но оттолкнуться нужно от какой-то конкретики, мои дорогие. Вообще, вот есть от начала до конца какая-то конкретика. Обратите внимание, не случайно четверка пентаклей вам перевернулась, карта жадины, мы все сохраняем. И тут как будто есть и прогресс в конечном итоге, да, то, что может выглядеть, так, ни шатка, ни валка. Если мы говорим про дела, тут как раз следует продолжать где-то. Есть такая фраза: закусив у дела. Может быть, мы их хотим быстрее, а нет.
Надо, ну, как-то продолжать в течение еще определенного периода. Двойка пентаклей, опять же, есть какая-то реальность, нам надо с ней провзаимодействовать, проиграть какую-то ситуацию по новым правилам. Наверное, доверять тому, что надежно, и то, что вы как будто можете осязать. И не доверять тому, что призрачные обещания, не надеяться от начала до конца на авось. Давайте мы достанем карту совет. Вот такие 3 направления в какой-то сфере жизни вы определенно получите, по крайней мере, финансовые получите. Если вопрос стоял, что деньги задерживались, мои дорогие умные, то тут можно как и согласовать, допустим, ипотечный кредит или ту сумму денег, которая вам причиталась, получить. Давайте карту совет, вообще в каких энергиях больше пребывать в январе, больше желания, дела, работа, бизнес в своих энергиях. Вот верьте в себя, верьте в свою звезду, верьте в удачу. 2024 год, он для вас как раз очень продуктивный, но это на новые свершения. Будет все зависеть от того, как вы приложите усилия и как правильно вы ими воспользуетесь. Карта императора – это ваш аркан, по сути дела. И император – это карта власти, поэтому вашей власти многое. Но император имеет свою цель и намерение. Вот то, о чем я говорила. И как и приложенные усилия должны быть правильно рассчитаны. И второй момент. Император допускает, что всегда ситуация меняется. Она никогда не бывает стабильна. И люди вокруг вас будут менять мнение. И поэтому император готов корректировать планы, чтобы что-то более важное, весомое осталось без изменения. Он сохраняет свои позиции. Он не рискует своим собственным положением, своим добрым именем. Вот для вас все это будет важно. Вот такая энергетика сама по себе у вас в январе меняется. И может быть больше на сохранение где-то вам придется уделить внимание. Но вот так вот себя немножко сжать, и даже, может быть, вы с чем-то не согласны, но какие-то свои эмоции как будто отодвинуть на задний план и просто упрямо продолжать. Правда, упрямство в данном случае хорошее. Упрямство здесь, настойчивость как будто, да, она вам тут трижды как будто помогает. И еще посмотрите, у нас на дне колоды королева пентаклей, та, которая из хаоса создает порядок. Вот вы будете из какого-то хаоса создавать порядок. Как и что-то улучшать, может быть, дома, или согласовывать в банках, или проводить тоже какую-то параллель личной жизни. Может быть, это ваш бизнес, ваш род занятий, строить карьеру. И если прежде была какая-то суматоха или была какая-то турбулентность, вам самим, как будто здесь, мои дорогие овны, захочется какой-то определенности. И у вас это получится. Пусть не с точкой и не до конца января где-то, но определенно задел на 2024 год великолепный. Перекладывайте на себя, будьте счастливы, будьте любимы всегда.